Почему мать Чингука наконец заговорила? Неужели мы видели лишь поверхностную сторону того давления, которое испытывают Чингук и Тэхён? В шокирующем признании одна правда за другой начинает раскрываться, сотрясая основы мира, который когда-то считался гламурным. Дочитайте до конца и приготовьтесь почувствовать напряжение, которого вы никогда раньше не представляли. Если вам не безразличны Чингук, Тэхён и то, что на самом деле происходит за кулисами, не молчите. Напишите свои мысли в комментариях. Поставьте лайк, если вы их поддерживаете, и подпишитесь, чтобы не пропустить продолжение этой шокирующей истории. Почему сейчас? Почему после многих лет молчания мать Чингука наконец открылась? Что так срочно заставило мать, которая все это время предпочитала оставаться в тени популярности своего ребенка, высказаться публично? Или же она никогда по-настоящему не молчала, и мы просто недостаточно внимательно слушаем? Все эти вопросы оказались в центре внимания общественности после того, как эксклюзивное 57-минутное интервью, записанное на радио, мгновенно стало вирусным в социальных сетях. Незапланированное интервью появилось в эфире небольшой радиостанции в Пусане, откуда родом Чингук, и вышло в эфир без особой рекламы. Но самым удивительным было не само существование интервью, а содержание каждой фразы, произнесенной матерью. Спокойным, но дрожащим голосом она начала разговор с фразы, которую никто не забудет. «Я довольно долго видела, как мой сын улыбается на камеру, но потом каждую ночь плачет». Эти слова были пронзительными не только для фанатов, но и для всех, кто когда-либо считал, что жизнь айдолов – это сплошная роскошь и блеск света. С момента своего появления в индустрии развлечений Чингук известен как золотой мальчик BTS, жизнерадостный, трудолюбивый и почти никогда не проявляющий слабости. Но не слишком ли мы заняты восхищением этим, чтобы забыть, что за кулисами есть раны, которые продолжают гноиться, не получая шанса зажить? В начале интервью мать не называла имен напрямую, но со временем тонкие нити начали сплетаться в нечто большее. Не подозревая, что ее слова вызовут бурю, она упомянула инцидент, произошедший около 2 лет назад, когда у Чингука якобы развилось тяжелое тревожное расстройство после одной из глобальных пресс-конференций. Она вспомнила, что в тот вечер Чингук позвонил ей в слезах, сказав, что чувствует себя рекламным инструментом, а не человеком. Это первый раз, когда общественность слышит о темной стороне Чингука? Нет, но на этот раз информация поступила от человека, который был свидетелем всего происходящего лично, а не из слухов, не из предположений фанатов, не из статей таблоидов, от матери. Вскоре в дело втянулось и имя Тэхёна. Когда мать упомянула, что единственным человеком, который действительно знал, что переживал Чингук в тот вечер, был всего лишь друг, который тайно тоже боролся с подобным давлением, слушатели сразу же связали ее с Тэхёном. Известно, что они очень близки, но в последнее время их отношения кажутся более холодными, чем обычно. Многие задаются вопросом, что же на самом деле происходит между ними. Однако вместо того, чтобы загнать Тэхёна в угол, мать Чингука показывает другую сторону истории. Она намекнула, что их отношения стали жертвой системы, которая жертвует психическим здоровьем ради поддержания имиджа группы. Они оба были слишком молоды, когда все началось. Никто не дает им руководства по выживанию в мире, который судит их по лайкам и популярным темам. И когда один из них начинает сдавать позиции, это влияет и на другого. Признание потрясло СМИ. Менее чем за 24 часа интервью было переведено на более чем 15 языков и просмотрено миллионами людей. Хэштеги, такие как «решетка Джан Кук» и «решетка Пратит Стая Юнг», находятся в тренде по всему миру. Но, как всегда, не все сочувствуют. Есть те, кто считает, что мать перешла черту, вмешиваясь в личные дела, которые следовало бы решить внутри себя. Некоторые даже предположили, что интервью было сделано намеренно, чтобы вызвать сочувствие в преддверии слухов о сольном камбэке Чингука, который, как сообщается, выйдет в следующем месяце. Однако, если вы сами послушаете запись, вы поймете, что никакого сценария там нет. Нет никаких сладких слов, призванных привлечь внимание публики. Был только голос матери, которая почти в отчаянии пыталась привлечь внимание всего мира к тому, что ее ребенок, которого считали идеальным, на самом деле тонет в невыносимом давлении.
Даже когда он улыбался на сцене, я видела по его глазам, что он что-то скрывает, и я больше не могла молчать. Эти слова заставили многих переосмыслить ситуацию. Когда в последний раз мы видели по-настоящему чистую улыбку Чингука? Когда в последний раз Тэхён выглядел таким свободным, как раньше, когда они беззаботно смеялись на сцене? Эти вопросы продолжают будоражить умы фанатов и наблюдателей за индустрией. За блеском скрывается нечто более глубокое, сложное и мрачное. В мире К-поп. И впервые кто-то из ближайшего окружения решил пролить свет на эту историю. Однако на этом история не заканчивается. Интервью стало лишь началом чего-то большего. После того, как трансляция стала вирусной, некоторые инсайдеры индустрии начали анонимно высказываться. Они подтвердили, что давление на Чингука и Тэхёна действительно достигло критической точки 2 года назад, когда глобальная программа продвижения стала очень напряженной и бесчеловечной. Один из сотрудников менеджмента, работавший непосредственно с ними, упомянул, что часто им давали всего 3 часа отдыха между 2 рейсами, и они все равно должны были появляться перед камерой с улыбками после приземления. Тэхён потерял голос на 2 дня, но компания велела ему продолжать появляться, потому что не должно быть перерывов в публичных выступлениях. Чингук потерял сознание за кулисами, но об этом так и не стало известно. Источник спросил, все это правда или за этими признаниями скрываются какие-то интересы? Пока что HYBE не сделали официального заявления по поводу интервью Чингука. Они, как обычно, хранят молчание, но как долго это продлится? Тем временем волна сочувствия и возмущения продолжает расти. Онлайн-петиция с призывом к агентству обеспечить всем своим артистам надлежащий отдых и психиатрическую помощь собрала более 3 миллионов подписей за 2 дня. Даже международные СМИ начали обращать на это внимание, задаваясь вопросом, не слишком ли жестоко корейская индустрия развлечений обращается со своими кумирами. Но есть один неоспоримый факт: мать Чингука открыла дверь, которую уже не закроешь. Она больше не просто наблюдатель в жизни своего сына. Она стала голосом той стороны, которая была лишена права голоса. И теперь все ждут не только официальных заявлений от компании, не только разъяснений от Чингука или Тэхёна, но и того, что произойдет дальше, когда эта завеса будет приподнята. Ведь если только одна мать может говорить, сколько еще родителей хранят ту же историю? И что еще важнее, если это случится с Чингуком и Тэхёном, 2 самыми известными именами в поп-индустрии на данный момент, то какова будет судьба других детей, только начинающих свой путь? Кто их защитит? Вопросы остаются без ответа, но с нарастающим давлением, шаг за шагом, начали появляться крупицы правды. Но готовы ли мы увидеть всю картину целиком? Когда голос матери начинает прорываться сквозь молчаливые стены индустрии развлечений, мир обычно выбирает либо услышать, либо заставить замолчать. Но что, если на этот раз кто-то попытался стереть следы ее смелости? Ровно через 36 часов после того, как интервью госпожи Чингук вышло в эфир и стало вирусным, начало происходить нечто подозрительное. Оригинальное видео радиопередачи внезапно исчезло с исходной платформы. Сайт местной радиостанции, где проводилось интервью, был недоступен. На странице в социальных сетях появилось короткое заявление, больше похожее на испуганное извинение: «У нас техническая неполадка, и мы скоро вернемся». Но любой, кто слушал интервью, знает, что это не просто техническая проблема. Это попытка устранения, медленно, но систематически. Но почему и кому выгодно потерять запись? Внутренний источник из одного из крупнейших развлекательных агентств, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что с утра после того, как интервью стало вирусным, в несколько южнокорейских СМИ поступила серия телефонных звонков. Первое. Прекратите распространять информацию. Некоторые крупные СМИ, которые первоначально показали фрагменты интервью, начали удалять статьи. Заголовки, которые раньше были поддерживающими, стали нейтральными, даже циничными. Госпожа Чингук движима эмоциями. Фанаты в замешательстве. Это рекламная стратегия или что-то еще более болезненное? Признание матери, которая не понимает мир детей-знаменитостей. Правда ли, что это просто голос материнских эмоций? Или есть правда, которую слишком опасно оставлять в покое?
Многие не знают, что это интервью было не единственным, которое она дала за несколько недель до того, как стало вирусным. Мать Чингука несколько раз встречалась с независимыми журналистами и активистами в области психического здоровья в Пусане. Один из них, Мин Джаван, молодой журналист-расследователь, часто пишущий о давлении в мире развлечений. В своем личном блоге Джаван пишет: «Я видел много родителей, разочарованных тем, что система обращается с их детьми как с машинами, но выражение лица матери Чингука в тот момент было выражением женщины, которая только что пережила десятки бессонных ночей, ожидая звонка от сына, боясь, что звонка никогда не будет». Он также упомянул, что вирусное радиоинтервью на самом деле было лишь фрагментом длинного, более эмоционального и смелого разговора. По словам Джавана, в полной версии мать упоминает давление не только со стороны индустрии, но и изнутри самой системы, внутреннее давление. Менеджеры, пиар-команды, даже вспомогательный персонал, которые всегда казались айдолом второй семьей. Одно из признаний, которое не успели озвучить, было время, когда у Чингука было всего 2 выбора: следовать международному графику продвижения или потерять 2 крупных рекламных контракта. В то время он страдал от сильной бессонницы. Он сказал мне: «Умма, я даже не знаю, что я рекламирую. Я просто стоял и читал сценарий». Эта фраза заставила Джавана расплакаться. Не как журналиста, а как человека, который видит, как система может заставить человека потерять чувство собственного «я». Между тем, имя Тэхёна снова всплыло после того, как пользователи сети обнаружили моменты, когда он был эмоционально отстранен на нескольких публичных выступлениях. Один из них произошел во время их выступления на ежегодной церемонии награждения в конце прошлого года. Камера запечатлела Тэхёна, стоящего с опущенной головой, в то время как другие участники улыбались в камеру. В тот момент фанаты просто посчитали его уставшим. Но теперь, после всего этого, многие спрашивают, неужели он действительно борется в одиночку? Бывший стилист, работавший с ними во время эры Лав Ярсролф, рассказал, что за кулисами Тэхён часто был тем, к кому Чингук обращался за советом. Но давление, связанное с необходимостью выглядеть идеально, заставляет их обоих усвоить одну болезненную вещь. Иногда даже лучший друг может стать твоим врагом, если вы оба хотите выжить вместе, где нет места для ошибок. Именно поэтому, по его словам, отношения Чингука и Тэхёна начали рушиться. Не потому, что они отдалились друг от друга, а потому, что система заставляет их конкурировать в тишине, в продажах альбомов, в количестве сольных фан-баз, в скорости взаимодействия в социальных сетях, даже в количестве попаданий в объективы камер. Мир, который их обожает, постепенно превращает их в статистические объекты. И отсюда близость превращается в давление. Тем временем фанаты начали расходиться. Некоторые просили не преувеличивать, чтобы защитить частную жизнь Чингука и Тэхёна, но большинство требует ясности. В Twitter и Уиверс стартовала кампания под названием «Решетка Литимст. Пусть они отдохнут», в надежде, что компания даст участникам BTS передышку, особенно 2 тем, кто сейчас находится в центре скандала. И тут произошло нечто неожиданное. Аккаунты матери Чингука в социальных сетях, на которые раньше подписаны были тысячи людей и где публиковались фотографии детства Чингука, внезапно исчезли с платформы. Все публикации были удалены. Многие подозревают, что это был приказ руководства, хотя подтверждения нет, но пользователи сети отреагировали слишком быстро. Они сохранили скриншоты постов, включая старую фотографию, на которой Чингук спит на диване в студии с маленькой подушкой и толстовкой Тэхёна в качестве одеяла. Подпись к фотографии гласит, что он может спать только тогда, когда чувствует себя в безопасности, и Тэхён всегда создает у нее такое ощущение. Фотография неожиданно стала символом нового сопротивления. Пользователи сети начали делиться ею с хэштегом «Решетка Тхиди Серви Апиачи», «Они заслуживают мира». И вот мы стоим на перепутье между сочувствием и суровой реальностью мира развлечений. Есть те, кто стремится стереть следы, молчать и скрывать правду. Но голос матери уже разносится эхом. Как только правда всплывает наружу, как бы трудно ее не было скрыть, эхо будет постоянно возвращаться на поверхность. Но вопрос теперь изменился. Сколько еще истин еще не успели высказаться? И кто осмелится заплатить цену, чтобы сказать ее? Потому что если мать Чингука начнут замалчивать,
кто заговорит следующим? Есть ли кто-то или что-то, что скрывает историю о Чингуке и Тэхёне? И если да, то почему сейчас так много признаков того, что завеса начинает рваться изнутри? Через неделю после того, как запись интервью матери исчезла из публичного доступа, произошло нечто не менее шокирующее. Бывший высокопоставленный сотрудник отдела коммуникаций HYBE, увалившийся в прошлом году, опубликовал длинный пост на корейской платформе Тек. В серии постов, которая за считанные часы набрала сотни тысяч просмотров, он написал вступительную фразу, мгновенно зацепившую читателей: «В этой индустрии есть одно имя, которое не следует упоминать. Если вы назовете его так, ваша карьера закончится. Но сегодня я больше не работаю на них. Так что, позвольте мне быть честным». Эта серия постов – не просто излияние чувств. Он описывает серию загадочных событий, связанных с экстремальным давлением, которые испытывали Чингук и Тэхён, и тонкой, но систематической манипуляцией общественным мнением. Некоторые части написаны с осторожностью, скрывая имена персонажей, но детали слишком специфичны, чтобы просто игнорировать их. Он сказал, что с середины 2022 года, когда начали распространяться слухи о распаде и внутреннем конфликте, предпринимались серьезные попытки организовать общественное мнение не на основе фактов, а на основе коммерческих интересов. И в каждом таком повествовании имена Чингука и Тэхёна всегда используются как щит или меч, либо как символ близости, которая согревает. Сердце фанатов или наоборот являются центром конфликта, вызывающим любопытство.